Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «Поворот судьбы». Момент перехода. Давайте узнаем, что подскажут карты. И если мы говорим о моменте перехода, предполагается, это пункт, какая-то точка невозврата между прошлым и будущим. Исходя из этого, мы построим наш расклад. И первые 6 карт я достану 3 позиции или 3 карты. Это то, что события ближайшего будущего. Или то, что, возможно, происходит сейчас, и оно оказывает влияние на события ближайшего времени. И отдаленное будущее мы достанем вторые 3 карты и посмотрим, как будут развиваться события, что для вас означает этот поворот судьбы или как это видят, преподносят нам карты. Конечно, будем реалистами, помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и часто она похожа на игру в покер, когда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Я думаю, вот с этим, с моими словами, согласятся очень многие скорпионы, правда. И я бы хотела сказать, что я делаю этот расклад в начале июня, по срокам, если мы с вами говорим. И я не ставлю конкретных сроков. Почему? Потому что июнь, он для всех знаков зодиака судьбоносен транзитами, планетарно. Правда, что-то меняется. И мы это можем наблюдать в том, что происходит вокруг нас. Да, может быть, мы в этом не принимаем участие, но каким-то образом это все равно на нас влияет. К нам приходят какие-то новости, которые, к примеру, связаны с изменениями законов, изменением порядков и каких-то. И нам нужно обустроить свою организацию своей жизни тоже как-то по-новому. Куда-то отправляться, согласовывать. Или мы сталкиваемся с людьми, с которыми ранее не предполагали сталкиваться, жизнь сводит, и нам тоже приходится решать какие-то вопросы. Поэтому вот это отдаленное будущее у кого-то может проиграться неделя, 2, 3, месяц, а у кого-то до конца 2024 года. Но мы идем с вами вперед, вот правда, организация вашей жизни. Знаете, мои дорогие скорпионы, ведь для вас вы маги и волшебники, вы знак сильных людей. И для вас нет ничего невозможного. Стоит только скорпиону захотеть, понимаете? И поэтому многие вопросы у вас будут решаться именно исходя, как вы договоритесь. Умение договариваться или, может быть, и придется быть тем магом и волшебником, когда схитрить придется, не без этого. Но если вы смотрите людям в глаза и при этом улыбаетесь, улыбка ваша искренняя, да вы любого человека завоюете. Вы его как будто перетянете на свою сторону, превратите из врага в единомышленника. Вам только стоит улыбнуться, глядя в глаза. Почему я так говорю? У большинства из вас совершенно магический взгляд. Это то, чем вас одарила природа. И я здесь не просто какую-то небылицу проговариваю. Это на самом деле работает. Попробуйте. И не случайно карта выпадает. Мы говорим про момент перехода или какой-то поворот судьбоносный, а нам говорят, а у тебя все стабильно. Или организация жизни по-новому. Вот все то, что я говорила. У кого-то может проиграться конкретно человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, но вообще королевы Пентаклей. Основное значение этой карты – уметь из хаоса создать порядок. Вот как-то так. Мы идем вперед. И события ближайшего будущего. Для вас, мои дорогие скорпионы, 3 карты. Направление энергии. События отдаленного будущего. Можно проследить, как будут развиваться вот эти судьбоносные повороты или моменты судьбы. Следующая карта. В чем риск? От чего вы откажетесь сами? Что скрыто? И что вам будет помогать, что вас будет радовать? Итак, события ближайшего будущего. Вот правда, не случайно королева Пентаклей. И ведь это обустройство быта, нашего уклада. Организация, если мы говорим жизни, то на всех фронтах, на всех сферах. И личная жизнь, и дом тут может проходить. Ваше личное дело, ваше творчество.
среди вас много творческих людей, и даже если ваша профессия, она уже как бы траекторию определяет, но все равно вы даже в какой-то рутине Скорпион может найти что-то свое и быть счастливым. Карта баланса в душе, опять же, нас возвращают к тому, что нет для вас ничего невозможного. И когда, может быть, нет ощущения того, что вот сейчас какая-то турбулентность происходит. Может быть, в ближайшее будущее. До этого был какой-то период, когда все переворачивалось с ног на голову. А теперь нам говорят, может наступить в принципе какая-то пауза. Или у кого-то это проигрывается, вы ждете документы, и какой-то период вы вынуждены пребывать вот в состоянии ожидания. Но и карта нас не призывает к чему-то торопиться, ведь это старший аркан. Нам говорят наоборот, будь готовым к тому, что вокруг будут меняться события, и тебе нужно будет обустроить свой фарватер. Давайте посмотрим, что же дальше. Какие-то предложения. Вообще это карта радости. Рыцарь кубков. Предложение по части личной жизни. Это может быть и новое знакомство. Когда вы буквально на полном скаку не должны проскочить не случайно. Иногда карта, которая умеренность, но некоторые трактуют тарологи как переливание из пустого в порожнее. Нет, пусть не в этой колоде карт, вы это и так немножко как намек идет, откуда вообще создалась эта карта. И в основе у нас лежат, как ни странно, ну, где-то Таро иллюминатов, оно более иллюстрировано и более точно передает, почему именно этот аркан возник. Так вот, 800, кто давно смотрит мои видео, уже знают, но я все же повторюсь для тех, кто впервые на моем канале. 860-е где-то в среднем года король мировингов Хлодвиг, династия, точнее, мировингов, а король франков Хлодвиг воюет с готами. И вышло так, что он оказался зажатым между рекой Рейн и войском готов. И, понятно, погибель была неминуема, но он умел себя взять в руки, мои дорогие скорпионы. И если бы он дергался, рвал на голове волосы и был в каком-то шоке, пребывал, он бы не увидел эту возможность. А он вот нет, вот он так хладнокровно. Вот как вы умеете, мои дорогие скорпионы, я точно знаю, что умеете. А у меня и в семье скорпионы, у меня и подруги скорпионы. Так вот, хладнокровно прогуливаясь по берегу, он обратил внимание, что болотный ирис, или то, что мы называем болотная лилия, растет вдоль берега. Он знал, что эти цветы растут на мелководье. Он обратил внимание, что цветы уходят вглубь реки. И у него закралась сумасшедшая идея, а не переправиться ли мне через Рейн с войском вброд, вот именно по этому фарватеру. Ну, кто бы на такое решился? Кто бы мог увидеть такую сумасшедшую возможность? И он так и сделал. И он ушел от войска готов. В последующем он становится королем, коронован. И мы на сегодняшний день знаем вот эту лилию или болотный ирис, как геральдическая лилия или флёр де лис. Наверняка вы слышали. И на сегодняшний день это один из очень важных символов, который имеет значение в разных религиях мира. И у нас прорисован здесь тоже этот самый ирис, кстати, на этой карте. Просто почему я сказала Таро иллюминатов, там более отчетливо вот эти вот цветы. Так я вот вам к чему? У вас мы спросили. События ближайшего будущего. Вот вам нужно, мои дорогие скорпионы, маги и волшебники, увидеть как какую-то подсказку, как тому Хлодвигу. И это будет означать какая-то победа или выход из создавшегося положения. Что-то сделать так, как от вас никто не ждет. Когда вы сами от себя, может быть, этого не ждете. И сделать это спокойно. А если мы говорим про рыцаря кубков, не, это надо какую-то для кого-то из вас возможность по части личной жизни не проскочить, а вот как этому Хлодвигу увидеть. Или пусть это будет касаться не личной жизни, а каких-то других моментов в других сферах вашей жизни, тогда тоже что-то не прошляпить. Вот именно заметить нужно, как какую-то возможность, которая в последующем вам принесет радость и счастье. Точно, карта императрицы. И если вначале у нас переворачивалась карта королева Пентаклей, мы говорим из хаоса создать порядок, с нуля создать свой статус.
себя самого, может быть, изменить свою жизнь кардинально. Опять же, статусная карта. И все то, что я про Хлодвига говорила. У вас подобная какая-то ситуация может проиграться. И в этом будет заключен поворотный момент. От того, как вы распорядитесь тем, что у вас есть на данный момент, как вы распорядитесь своим ходом мыслей, вашими талантами, мои дорогие скорпионы, будет зависеть именно качество жизни или личная ваша жизнь, любовь, ваш статус. Может быть, эта смена статуса, безусловно, приходит через вашу деятельность, через работу. Значит, новые грани работы или какое-то вдохновение вас может подвигнуть на изучение новых направлений в деятельности. И у кого-то это проиграется, как правда, в последующем и изменение статуса, и вообще кардинальной финансовой ситуации в вашей жизни. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, я жду ребенка, может быть и так, правда. И это как какая-то, может быть, даже незапланированная беременность, но кто знает, она для вас как-то перевернет жизнь. Если мы говорим про императрицу, она плодовита и не в буквальном смысле, как мы говорим для девочек, а и для мужчин. Плодовитость это имеется в виду на какие-то планы. Или это плодовитость на идеи, ведь карта императрицы в первую очередь символ нового «я» и благополучия, изобилия, процветания, который вот поворотный момент, правда, он у вас какой-то будет. Давайте отдаленное будущее посмотрим. Ну, правда, по судьбе какие-то, посмотрите, еще один старший аркан, и нам говорят, ты не торопись, Скорпион, потому что твоя задача именно увидеть эту возможность, прочувствовать. Кроме тебя это не увидит никто, кроме тебя не сможет это осуществить тоже никто. Это та мечта, которую не заберет, или то, что вы сделаете, это останется уже с вами на далекий период времени. Карта возрождения. У кого-то может быть прежняя ситуация, которая связана даже буквально с судами. Она завершится как минимум до конца 2024 года. Что-то встанет по своим местам. Будут проведены важные согласования, подписаны документы. Даже если что-то пока на паузе или вам не хочется этим заниматься. Но цикличность, она сама по себе присутствует в 20-м старшем аркане. Вы должны какой-то путь пройти, как миссию какую-то свою выполнить для того, чтобы перейти на совершенно новую ступень вашей жизни. Ваша новая эпоха начинается. Об этом говорит карта. И еще это карта возрождения, карта избавления от боли, от страданий. Мы поставили с вами такие вопросы, а у вас еще вдобавок такие карты выпадают, да еще старшие арканы. Мои дорогие скорпионы, сделайте для себя что-то такое вау хорошее, от чего вам будет хорошо. Отдаленное будущее. Вот посмотрите, правда. Паж кубков. Сама по себе положительная карта хорошего настроения, когда какая-то личная история у вас будет развиваться. Не поставьте на последнее место свою личную жизнь. И если вы сейчас один или одна, выйти из какой-то зоны ограничений, которые вы поставили сами. Или когда я никому не верю. Нет, вот нужно, может быть, вы ведь маги-волшебники, в который раз повторяюсь, вы ведь каждого человека можете прочувствовать. Поэтому если была какая-то история со знаком минус, ну и ладно, пора начинать что-то другое. А для тех, кто в паре, тут изобилие, процветание, взаимопонимание, тут какие-то улучшения к радости, к счастью, мои дорогие, и одновременно к финансовому благополучию. Рыба выглядывает из кубка, который держит наш паж, и рыба, мы знаем, что это денежный символ. Что же еще? Дальнейшее будущее. Вам придется что-то согласовывать с учетом карты императрицы. И тут в разных сферах жизни. Какая-то тема высоких инстанций, она не заканчивается. И может быть императрица, и пусть меня даже смотрят мужчины, энергия у императрицы это не как у императора, когда кулаком по столам, и есть два мнения, мое и неправильное. А императрица договорится даже с каким-то несговорчивым императором. Она применит 1001 способ, обойдет все острые углы, и вам где-то придется тоже. Это все то, что я говорила до карт.
оно действительно работает. Это работает, кстати, планетарно. Это планеты дают такие советы от того, как вы сумеете договориться. И, может быть, вам придется заниматься еще дальнейшими документами, согласованиями, решением какой-то конкретики. Ведь по королю мечей идет сразу несколько направлений. К примеру, идут и врачи, когда вы можете заниматься своим здоровьем. Вы можете, идут люди, работающие с металлом. И здесь, ну, буквально от стоматолога или дома вы что-то обустраиваете, обращаетесь к специалистам, которые знают, как это сделать наверняка. Вы можете обращаться к юристам, опять же, для того, чтобы знать наверняка, как в отношении вас работает закон. Вот такие разные энергии совмещает эта карта, но все вместе ключевой момент. Рационализм, логика, хладнокровие. Вот есть такие дела, которые вам, может быть, транслировать придется. Доброжелательность, лояльность, а при этом оставаться в голове абсолютно сосредоточенно, холодным. Это на отдаленное будущее. В чем риск? Проскочить мимо своей любви, проскочить мимо между какими-то своими размышлениями или анализами прежней ситуации и не заметить, как вам судьба дает кубок, не увидеть какие-то возможности быть счастливым. Туз кубков. Это карта эмпатии, карта наполненности, это карта счастья, мои дорогие, каких-то выгодных предложений. Поэтому, правда, будьте милосердны к себе. Вам, вот посмотрите все карты, ни одна не говорит, что вам нужно что-то проанализировать. Оставьте анализ. Доверяйте себе, своей интуиции. И смотрите к тому, с чем вот вас сталкивает судьба. Будьте проницательны и непроницаемы. Не пройдите мимо своей любви. В очередной раз повторяюсь между тем, что означает новое качество жизни. От чего вы откажетесь сами? Вот от какой-то двойственности. Может быть, вы откажетесь от каких-то манипуляций. Вы можете иметь много планов, отчасти вы тоже где-то профильтруете, причешете все свои направления, и, скорее всего, от чего-то вы будете отказываться. Отказываться от ненадежных людей. Менять свое общество, и нам об этом уже сказали старшие арканы для кого-то из вас. И это будет означать, как вы, жизнь меняется, на новый уровень переходите. И круг вашего общения, ваш социум тоже будет меняться, потому что какая-то ситуация среди людей, которые, ну, как-то мелковато думают. Или они сами по своей душе не имеют эту широту души, и вам будет с ними просто скучно и неинтересно. От тех, которые вами пытаются манипулировать или подстроить вас, мои дорогие, под какое-то свое благополучие, от какой-то такой чехарды, которая создает много непонятностей, но не приносит счастья, что скрыто. Будет много ложной информации, которую вы должны перепроверять. Вот не случайно король мечей и логика, и рационализм. По пятерке жезлов я называю эту карту информационного хаоса. И что скрыто? Нам карта говорит, не откликайся, как задачу ставит, и сразу дает совет эта карта. Когда ты сталкиваешься с тем, что обилие информации или какие-то предложения, не реагируй сразу. Не включайся эмоционально. Отступи полшага назад, дай себе какую-то паузу. Выдержать вот эту паузу для вас будет важно, мои дорогие. Потому что кто-то может пытаться вас выводить на эмоции, цепляя за характер и каким-то своим негативом, кстати, какими-то обвинениями или, я не имею в виду обвинениями буквально, это может быть банально, знаете, какой-то хам трамвайный, извините, когда хочется ему парировать, чтобы он замолчал. Вот на это не ведитесь. Но могут быть по пятерке жезлов и те персоны, которые нам что-то пафосно красиво обещают. И мы тоже можем эмоционально включиться и думать: вау, как это меня зацепило, мне это интересно. А если отступим полшага назад, а там, извините меня, какой-то фейк. Вот вам нужно постоянно фильтровать то, что вы слышите, видите, или информационный какой-то поток. Так вот, если полшага назад, если
разобраться, найти в чем-то истину, вы придете к выводу: елки-палки, прежде бы я включился в этот вопрос или включилась, а теперь я вижу, да это вообще какая-то ерунда. Вот фильтр сам по себе должен быть у вас включен, потому что это то, что скрыто, это то, что буквально вам не говорят, что вам помогает. Вот все то, что я перечислила, это у нас туз мечей. Я называю эту карту «Выход из лабиринта» или назовите это «Выход из липкой паутины мыслей». Я уже не повторяюсь, потому что это, наверное, ключевой момент. Я еще до карт начала проговаривать, и в течение всего нашего расклада нам карты повторяли снова и снова этот постулат. Поэтому, мои дорогие, действительно, выход из лабиринта, он для вас, как у этого Хлодвига, где-то совсем в другой стороне. Но для вас нет ничего невозможного. Ваше счастье, ваше изобилие, процветание, благополучие на кону и где-то в ближайшее будущее, и до конца 2024 года. Перекладывайте на себя. Я вас люблю, и вы будьте счастливы и любимы всегда.